Привет, с вами Банана Мастер. И первое, с чего мы сегодня начнем, это с того, что поймем, что такое инкремент. У меня в коде уже есть переменная h и значение у нее 5. Сейчас у нас стоит такая задача, что нам нужно взять эту переменную h и увеличить ее на 1. Ну, то есть сделать так, чтобы по факту там получилось 6. Как я это пропишу? Я буду использовать нами уже знакомую развернутую запись. H равно h — это прошлое значение, и плюс 1. По итогу этой строчки, если я вот тут ниже выведу в консоли нашу переменную h, я увижу, что в ней уже будет шестерка, так как я увеличил ее на 1. Такой записью мы легко можем увеличивать нашу переменную на 1. Но это я могу написать и по-другому, немного короче. Для этого я напишу сокращенную запись. Надеюсь, вы ее помните. Она выглядит примерно вот так, где я убираю повторение age и беру этот плюсик, переношу его в начало перед равно. По итогу это точно такая же запись, как и вот эта, и ее задача заключается в том, чтобы мы увеличили нашу текущую переменную на 1. Почему она работает так же, мы с вами разбирали на прошлых уроках. Сейчас на этом останавливаться мы не будем. Вообще, действие увеличить переменную на 1 в программировании происходит крайне часто, практически в каждой задаче тяжелого формата, что разработчики придумали еще один вариант записи, при которой я также могу увеличить нашу переменную на 1. И этот вариант записи выглядит так. Я пишу переменную, и к ней впритык ставлю два плюса. Вот так. По факту, все эти три строчки выполняют одно и то же действие. Они увеличивают нашу переменную на 1. Как это, так и вообще вот это. Как раз это и называется инкремент. Инкремент — это самый краткий вариант, при котором мы можем увеличить нашу переменную на 1. И именно потому, что это такая краткая запись, данный подход используют почти всегда. В живом коде эта бы логика выглядела примерно бы вот так. Я сделаю цикл от 1 до 10. Он нам будет, думаю, вполне понятен. Я пишу for, далее создаю переменную I со значением 1, после чего прописываю условия с этой переменной, а далее изменение той самой переменной. Увеличение на 1 получается. В такой конструкции, если я выведу здесь консоль, я увижу, что данный цикл отрабатывает от 1 до 9. Это h сверху, я его уберу, чтобы он вас не сбивал, и поставлю здесь равно, чтобы прям четко до 10 было. Вот. Данный цикл вам должен быть очень понятен, где у нас происходит три главных вещи в цикле, а именно создание переменной, условия с этой переменной и изменение той самой переменной. Так вот, теперь мы изменение переменной будем писать короче. Короче, это вот так. По сути, то же самое, что было только что до этого. Чтобы мы чуть больше это запомнили, я вот так вот выше сделаю комментарий и пропишу то, как это выглядело с самого начала. Мы пишем теперь не вот так, а будем в циклах использовать краткий вариант. Вот такой. Но его смысл абсолютно такой же. Мы увеличиваем нашу переменную на 1. Я сделаю еще один цикл, который будет работать от 10 до 1. Ну, наоборот, получается. Если я хочу сделать его наоборот, изначально ошибку сверху напишу, чтобы цикл случайно вечный не возник. И говорю, что начинается с 10, идет до 1. В логике, пока пишу развернутую запись, это будет выглядеть вот так. I минус 1. И условия вот так вот меняем. Окей. Снимаю комментарий, убираю вот эту ошибочку, смотрим. Цикл, как я всегда, от 10 до 1, думаю, вам очень понятен.
И эту запись я также напишу сокращенно. Сокращенно она будет выглядеть следующим образом. Также сделаю комментарий, чтобы мы видели, как это в прошлый раз выглядело. И теперь это будет работать вот так. Сейчас здесь я использовал декремент. По факту есть такая штука, как инкремент и декремент. У них в общем один смысл, мы изменяем нашу переменную на 1. Если я говорю про инкремент, это вот это увеличение переменной на 1. Если про декремент, это уменьшение переменной на 1. Вот эта штука по факту что сделает? Уменьшит нашу I на 1. Или давайте я напишу тоже аналог для age. Сначала самый развернутый вариант — это h минус 1, потом чуть короче, h минус равно 1, а потом самый краткий, h минус минус. То же самое получается. Эти 3 строчки, они полностью одинаковые. В общем, это работает так, что если у нас стоят 2 плюсика от переменной, то это увеличение переменной на 1. Если же 2 минуса, то уменьшение. Также хочу добавить, что я могу эти плюсики прописывать и в начале переменной. Вот так. Также и минусы могу тоже в начале прописать. Между этими записями разницу знать нужно. Но давайте говорить по правде. Вот эту запись я за весь свой многолетний опыт использовал только пару раз. И прям изучать, в чем между ними отличие, я не вижу смысла. Мы и так уже умеем перезаписывать нашу переменную 3 способами. И их нам будет достаточно для написания любой логики. Тратить наше время на то, что мы, может, и не будем использовать, я вообще не вижу смысла. Переходим ко второй части нашего урока. И в ней мы познакомимся с тем, а что такое шаблонные литералы. Не пугайтесь от слова, звучит, конечно, сложно, но по факту за ним кроется то, что мы будем использовать косые кавычки. Косые кавычки — это вот такие. Для того, чтобы использовать шаблонные литералы, мне нужно немножечко подготовить наши файлы. Я добавлю HTML с кнопкой и дивом, и также их подключу в JavaScript. Также придам кликабельность кнопке. В функции я сделаю цикл. Он работает от 1 до 10. Задача этого цикла будет в следующем. Мы сейчас создадим на странице 10 параграфов. В каждом параграфе будет своя цифра. То есть я сделаю Сделаю переменную result, как мы учились делать. В самом цикле буду перезаписывать result. Пишу пока что развернутую запись. Result прошлое значение плюс тег p. Вот так вот мы сейчас их склеим между собой. И между тегом p я поставлю I. Ту переменную, от которой работает наш цикл. После самого цикла я возьму div и в него выведу тот ответ, который у нас сформировался. Это будет выглядеть примерно вот так. В такой конструкции приклейки я увидел наш списочек. Думаю, вам он вполне понятен, вы легко понимаете, как работает данная запись. Если нет, то рекомендую перейти на прошлые уроки и немножко их пересмотреть. Следующим этапом я, чтобы нам было потом удобней, напишу вот эту же запись, но в сокращенном формате. Это я вот этот result убираю и плюсик переношу в начало, перед равно. По итогу абсолютно то же самое, но запись уже короче. И теперь переходим к шаблонным литералам. Значит, я вот эту всю логику сейчас напишу через шаблонные литералы. Первое, что я сделаю, это возьму такой же result, плюс равно, выше вообще закомментирую, чтобы нас это не отвлекало, и присвою косые кавычки. Далее, в этих косых кавычках я прописываю параграф. Внутрь параграфа ставлю I. В такой конструкции, если я нажму на кнопку, я увижу 10 параграфов,
И текст каждого параграфа — это вот по факту вот эта вот штука. Сейчас наш I читается как строка. Но из-за того, что я использую шаблонные литералы, я могу сделать так, чтобы это читалось как переменная. Как я это сделаю? В шаблонных литералах есть специальный синтаксис. Я ставлю фигурные скобки, и перед ними знак доллара. То есть фигурные скобки и знак доллара — это такой специальный зарезервированный синтаксис. Я не просто так его написал. Если я пропишу такую комбинацию символов, то внутрь фигурных скобок я могу вставлять переменные. Когда я кликну на кнопку, я увижу, что это работает уже как и раньше. Но визуально запись, очень другая. Как это работает? Все, что будет прописано внутри этих фигурных скобок, будут считаться как JS-логика. Или в нашем случае мы будем там вписывать переменную I. Чтобы разобрать это подробней, я сделаю немножко диаграммы кода. Значит, когда у нас запускается наш цикл, он начинает работу с одного. Получается, при запуске вот этой строчки I — это 1. Мы прочитали переменную, и вот эти вот символы уходят. Из-за чего возникает вот такая строчка. Эту строчку мы добавляем при первом вызове нашего цикла в переменную result. Далее запускается второй вызов нашего цикла, и I, из-за вот этого действия, равняется уже 2. Получается, у меня вот эта запись превращается вот в такую конструкцию, где параграф, внутри которого двоечка. И получается, эта запись точно так же добавляется в переменную result. Такое же действие происходит и при третьем вызове. Тут уже троечка будет. Эта троечка сюда попадает. И так далее. Шаблонные литералы позволяют нам писать более сложную логику и вложенность. И при этом сама запись визуально будет выглядеть проще. Я покажу вам, как эта запись может выглядеть сложнее. Например, я попробую сделать аж целую верстку внутри нашего результата. Первым делом я сделаю div. Внутри дива пропишу h2. Вот так вот. Внутри h2 скажу индекс, 2 точки, и использую шаблонные литералы. В них я поставлю I. При клике на кнопку, вот, у нас есть дивы, вот они, видите, и внутри дива находится наш h2. Могу также ниже добавить еще, давайте какой-то параграф, где я сделаю еще более сложную запись. Я возьму I и умножу его на 10. По итогу я увижу вот такое. То есть тут 1, а тут 10, 20, 30. Потому что при каждом вызове я I умножаю на эту циферку. Чтобы было еще более привлекательно, я напишу тут формулу, как я это делал. I умноженное на 10 равно вот это. Хочу заменить, допустим, параграф на h3. Тоже очень легко. Шаблоны литералы позволяют визуально писать очень простую верстку для HTML. То есть мы можем заметить, что это очень сильно похоже на HTML, причем даже читается легко, и в нем у нас происходит даже какая-то логика. Я не просто так вам показываю вот эти шаблонные литералы и вот такую вложенность. Я уже хочу понемножечку вас подготавливать к тому, что в процессе мы будем учить разные более сложные библиотеки, препроцессоры и так дальше. И вот это, по факту, самая ходовая концепция создания каких-либо тегов с помощью JavaScript в HTML. Если брать, например, какой-то React, Next, Vue, то там, вообще очень сильно похожая запись, максимально сильная. Если вы легко освоите вот эту конструкцию, то, в принципе, вы даже без моего объяснения
сможете сориентироваться по ходу кода, что там написано. Чтобы это все закрепить, я сделаю легкую диаграмму кода вот этого действия. Давайте только я уберу лишнее, вот это поубираю и вот это. И, ну да, начнем. При вызове нашей функции у нас отрабатывает цикл. Цикл работает от 1 до 10. При каждом вызове он выполняет вот это действие. Конкретно это действие мы разберем подробнее. Значит, при самом первом вызове i равняется 1. Получается, вот здесь по факту у нас написан 1, вот здесь тоже 1. 1 умноженное на 10 – 10. Получается, по итогу у нас после первого вызова цикла в result присвоится вот такая конструкция. И после того, как эта строчка отработала, у нас наш цикл начинает выполнять вот это действие i++, ну то есть увеличение переменной i на 1. После чего цикл вызывается заново. Но при новом вызове у нас наш i равняется уже 2, ну и тут 2 получается. И в такой конструкции у нас выходит вот такая и вот такая конструкция, где h2 индекс 2 точки 2, h3 i умноженное на 10 равняется 20. С помощью шаблонных литералов я внедряю, ну прям в верстку получается, в строку, какую-то логику, которая в процессе действия будет пересчитываться. Чтобы еще более лучше запомнить нам шаблонные литералы, я ниже сделаю какую-либо переменную, например, name_t, и в нее присвою какое-то имя, пусть будет Tor. Ниже я сделаю еще одну переменную, назову ее he, и присвою в нее следующее. Это пусть будет hello, 2 точки пробел, плюс наша переменная name_t, плюс, ну давайте знаки восклицания, вот так. Если я выведу в консоль эту переменную, я увижу целую фразу. Hello, Tor, знаки восклицания. Где Tor — это именно, видите, вот это слово. Я не увидел name_t, я увидел Tor. И теперь эту же запись я перепишу с использованием шаблонных литералов. Визуально это будет выглядеть так, что я пишу hello, ну то же самое начало, 2 точки. Далее использую специальный синтаксис, доллар, фигурные скобки, внутрь передаю переменную. И в конце вот так вот знаки восклицания. По итогу, давайте he1 вот так вот сделаю, законсолю ее у нас тут вот, где мы увидим, что две консоли выводят одинаковый результат. Но это наша старая запись, мы писали это с помощью склеивания строк, а это шаблонные литералы. В процессе мы очень хорошо их освоим, будем на самом деле очень часто их использовать, поэтому вы крайне быстро научите использовать их прямо в живом коде. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.